Здравствуйте, дорогие садоводы! Сегодня мы с вами поговорим об одной очень-очень частой ошибке, которую многие совершают при посадке картофеля. Из-за нее, знаете, и урожай мелкий, и хранится потом плохо. Постарайтесь дослушать до конца, потому что в самом финале я раскрою один маленький секрет про элемент, который наша картошечка просто обожает. Это может все изменить. Но вот, просто посмотрите. Слева то, что получается из-за этой ошибки. Какие-то больные, мелкие клубни. А справа то, чего мы все с вами хотим, правда? Полная корзина крупной, здоровой, рассыпчатой картошки. Разница, конечно, огромная, а добиться ее совсем несложно, если знать одно простое правило. Ну что ж, давайте по порядку разбираться с этой ошибкой. Она ведь не просто распространенная, она нам очень дорого обходится. В прямом смысле бьет по нашему урожаю. И вот оно, самое главное правило. Запомните его, пожалуйста, раз и навсегда. Даже ученые из Института картофельного хозяйства имени Лорха говорят прямо. Удобрения никогда, ни в коем случае, не должны напрямую касаться клубня в лунке. А что же случится, если они соприкоснутся? Ну, во-первых, минеральные удобрения — это же химия. Они просто сожгут нежные молодые корешки. Свежий навоз — это вообще прямой путь к черной ножке и всяким гнилям. Оно нам надо. А если положить в лунку золу вместе с фосфорными удобрениями? Они вступают в реакцию и все. Они просто блокируют друг друга. Картошка в итоге не получает ничего. Исследования показывают страшные цифры. Прямой контакт удобрений с клубнем в лунке ведет к потере до 50% урожая. Вы только вдумайтесь, 50%. Половина урожая может просто погибнуть, так и не начав расти. Так как же тогда правильно? Давайте посмотрим на идеальный график. Ведь хороший урожай – это не только то, что мы делаем в день посадки. Готовиться нужно заранее. Основа основ закладывается осенью, конечно. Под перекопку вносим хороший перепревший навоз, где-то килограммов 5-10 на квадратный метр. Если земелька у вас кисловатая, ну то есть pH ниже 6, то обязательно добавляем доломитовую муку, граммов 200 на метр. И калийную соль, граммов 20. А уже весной, перед самой посадкой, просто равномерно рассыпаем по участку нитроамофоску. А вот теперь сама посадка. Копаем лунку с сантиметра на 3 поглубже, чем обычно. На самое дно кладем чайную ложечку нитроамофоски. А вот дальше самый главный момент. Сверху насыпаем слой земли толщиной в 3 сантиметра. Создаем такую подушечку. И только на нее кладем наш клубень глазками вверх. Потом снова присыпаем землей, тоже сантиметра 3. И уже поверх этого слоя можно сыпануть еще пол-ложечки удобрения. Вот этот земляной буфер и есть наша защита. С главной ошибкой мы разобрались, а теперь, как и обещал, тот самый секрет, недостающий ингредиент, который превращает просто хороший урожай в по-настоящему замечательный. Итак, вопрос на засыпку. Все мы с вами знаем, что картошка просто обожает калий. А вот какой микроэлемент для нее стоит на втором месте по важности, задумывались? Это магний. Да-да, именно он. И лучший его источник — это калий-магнезия. Не пугайтесь сложного названия, на самом деле это абсолютно натуральное органическое удобрение. Это просто перемолотая в порошок горная порода. В ней как раз то, что нам нужно — 32% калия и 12% магния. Что же дает этот магний? Если его не хватает, крахмал в клубнях почти не накапливается. Картошка получается водянистой, мыльной, невкусной, кусты рано желтеют, а урожай потом плохо хранится. А когда магния достаточно, все наоборот — картофель становится рассыпчатым, крахмалистым, ботва стоит зеленая до самой уборки, а клубни лежат в погребе до самой весны. Вот посмотрите на этот график. Всего одна подкормка магнием увеличивает содержание крахмала в клубнях на 30%. Представляете? Именно поэтому картошка и становится такой вкусной. Когда и как его вносить? Все очень просто. Берем 20 граммов калия-магнезии на 1 квадратный метр и вносим прямо перед цветением, в тот самый момент, когда бутончики уже появились, но еще не раскрылись. Просто разбросайте гранулы вокруг кустов, лучше всего перед дождем или хорошим поливом. Давайте теперь все, о чем мы говорили, соберем в 3 простых и понятных золотых правила, чтобы уже точно не забыть. Итак, правило первое. Всегда делаем в лунке земляную подушку в 3 см между клубнем и удобрением. Второе. Фундамент урожая готовим с осени с помощью перепревшего навоза и, если нужно, доломитки. И третье правило. Как только увидели бутоны, подкармливаем калий-магнезией. 20 граммов на квадратный метр. Теперь, зная эти простые правила, можно навсегда забыть про мелкую и водянистую картошку.
А ведь сколько еще таких мифов гуляет по нашим огородам? Как думаете, о каком стоит поговорить в следующий раз?